Защитить Россию от угрозы НАТО. Я не думаю, что там вообще-то есть какие-то цели. Перемолоть мужское население России. Заработать денег. Типа режим продолжал действовать. Это, не наша война, далеко не наша. Хороший вопрос. Наверное, просто заработать денег. А как думаете, почему такие цели? Кто разберет, что там в больной голове творится? Вот что я Политики думаю. достаточно жадные люди. Думаю так. А как вы вообще поддерживаете это все? Нет. Можете объяснить, почему не поддерживаете? Потому что смерть простого народа не несет никакого положительного эффекта для общего государства. Ой, затрудняюсь ответить, честно говоря. Потому что слишком много разной информации, которая сама себе противоречит зачастую. А как Вот. вообще отношения свое сложно взять? Из-за этого сложно сформулировать, конечно, да. Ну как вы думаете, зачем вообще это происходит? Изначально Политика, мне кажется, это очень такой сложный момент. Я считаю, что очень наивно полагать, что все происходит из-за того, что говорят официально, да, то есть потому что официальная пропаганда, как бы к ней ни относись, она все очень сильно редуцирует. Положительный, хороший. Ну, именно в плане как-то расширенно ответить нужно, получается. Собственно, зачем, да, мы сейчас проводится, какие сейчас цели, почему сейчас Защитить Россию от угрозы НАТО. И, также мы вообще защищаем людей Донбасса. У меня там родственники, поэтому они, правда говорят, то, что там много-много подряд лет их бомбили. Именно свои же, была гражданская война. Поэтому, да, люди очень радуются там, то, что мы их защищаем. Я из-за того, что у меня девушка украинка, я против войны. Как вы знаете? Я не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, это, не наша война, далеко не наша. Как вы считаете, какие сейчас цели у специальной военной операции? Не знаю, перемолоть мужское население России. Какое-то такое. А как думаете, зачем такие цели вообще поставлены? Потому что те, кто ставят цели, полоумные старики. Как вообще относитесь ко всему этому, ко всей этой ситуации? Удручающе. Я не думаю, что там вообще-то есть какие-то цели. На мой взгляд, это просто уже такая фигня, которую очень сложно прекратить, так чтобы сохранить свою гордость, так сказать, Россия могла. Так что, в принципе, я не думаю, что они вообще есть. А какое вообще отношение ко всему этому? Я за мир и за любовь, Мы хиппи, мы пацифисты. Да, вот такие вот мы. Не знаю, плохо, что война идет, плохо, что люди умирают, плохо то, что дома разрушаются, плохо то, что все это в таком виде происходит, люди несчастные. Я не в политике, а мне простой народ жалко. Люди строили дома, там дети несчастливые, у кого-то папа умер, у кого-то дом разрушился. Вообще это плохо. Я думаю, только обогащение. А как думаете, зачем, почему именно такие цели сейчас стоят? Возможно, в связи с кризисом в стране. И в целом, что в одной, что в другой стране. А как вы вообще к этому относитесь? Крайне негативно. А почему? Потому что это убийство. Какие сейчас цели? Но мы точно о них не знаем, какие они. Поэтому и даже вдаваться не хочу, если честно, чтобы не расстраиваться лишний раз. У нас в стране не совсем та обстановка, чтобы отвечать честно. Люди делят деньги. Одни пытаются заработать, другие пытаются заработать. А какие конкретные цели ставили? Одни декларируют эти цели, а по факту фиг его знает. Как-то так. Как вы ощущаете, зачем вообще это все происходит? Как я и сказал изначально, то есть это вполне нормально в капиталистическом мире, когда люди воюют за ресурсы. То есть, а все остальное это, скажем так, декларируемые цели, но не похоже на то, что это происходит на самом деле, из-за того, что говорят. Как-то так. Вообще вы лично к этому относитесь? Как? В данном случае, как к неизбежному злу,
То есть что-то такое в любом случае будет происходить, пока либо все окончательно не навернется, либо к какому-то более-менее мирному варианту придет. А до тех пор что-то такое происходить и будет постоянно. Не знаю, мне кажется, протянуть все как-то до такого момента, чтобы противоположная сторона уже выдохлась, и они как-то договорились. Потому что, мне кажется, они пытаются отползти максимально, и все. То есть это все... В общем, все договориться хотят, и максимум сохранить из того, что получилось захватить. А сможете свое какое-то вот отношение к этому всему сформулировать? Отсвечивать лицами. Да, это... Так, ну, хорошо. Конечно, я буду говорить так, чтобы не попадать ни под какие эти самые наши новые законы, поэтому в целом нужно сказать, что специальную военную операцию считаю ошибкой внешнеполитической, это мягко говоря, и что она для нас повлечет, и уже повлекла серьезные последствия. И, в принципе, на мой взгляд, конечно, лучше, чтобы ее уже решили свернуть как можно быстрее и пришли к какому-то, ну, не знаю, это вряд ли возможно, но чтобы какой-то сменился курс у руководства и попытались в своей стране навести порядок. Цели особо не знаю. Ну, ситуация страшная. Как бы. Ну, если вот вкратце вот свое отношение к этому сформулировать, какое у вас будет? Ну, я против смерти людей. Да, это провокационный вопрос. Ну, у нас ответ такой, который не совпадает с нашим уголовным кодексом, к сожалению. Мы не можем это озвучивать сейчас. Совсем никак не можете? Да, ну... А лучше не комментировать. Да, лучше не комментировать. На данный момент. Идет раздел влияния среди больших таких влиятельных людей, которые пытаются между собой прийти к чему-то такому, который, какой-то компромисс найти, но у них нифига не получается. И мы, к сожалению, вынуждены все это наблюдать, жить в этом, существовать, кто как. Идти понимает. воевать. Да. А по с факту... одной стороны, я пацифист и против войны. Это самое главное, что я могу сказать. Мы живем в 21 веке, неужели мы не можем придумать никакого способа, чтобы прекратить все войны? по специальной военной операции, цели, какие сложные у вас вопросы? Я не знаю. Одно дело вопрос, зачем она начиналась, а другой вопрос, цель, зачем она продолжается. Но продолжается, чтобы, наверное, режим продолжал действовать. Вот. А зачем началась? Ну, наверное, были амбициозные какие-то планы, наверное, не получилось что-то. Хорошо. А как, в принципе, сможете сформулировать свое отношение вот ко всему этому? Как относитесь? Негативно отношусь к этому. Сможете рассказать, почему? Ну, как почему? По всем, не знаю, странно говорить такие объективные вещи, ну, такие вроде бы понятные. Потому что это насилие, это ввязывание в какие-то проблемы другой страны, возможно, расширение своих сфер влияний непонятным способом. Ну, не экономическим, а военным. Это, я считаю, неправильно.